Ребята, немножко уменьшила качество видео. Надеюсь, и так нормально. Сейчас у нас 5:45. Значит, пока что взрывы не слышны, но были слышны взрывы. Возможно, выстрелы, потому что подтвержденная есть информация, что были выстрелы. Я их лично не слышала именно на Троещине. Дарницкий район. Короче, над Дарницким районом сбили ракету, и ракета упала на дом. С 4-го там почти весь дом горит. Именно одна сторона, поврежденные квартиры есть, и также травмированные люди, которые как раз сейчас приехала скорая, их увозят. Один в очень тяжелом состоянии. Я выставила предыдущий влог, начали люди писать, что ничего страшного, это все нормально. Я понимаю, что как бы может у вас возле дома ничего страшного, но если вот есть по факту проблема, то есть она есть, ну как бы, если у вас дома ее нет, это слава богу, что ее нет, понимаете? Короче, пришлось мне закрыть комментарии, понимаю, что это будет просто... Я просто вещаю, мне много сообщений, как мы здесь, что мы здесь вообще в плане, как мы с Юрой, да, вот, ну, где мы и что мы делаем. До этого просто, понимаете, спрашивали, будем ли мы текать, убегать. Я вообще не понимаю, к чему такие вопросы. Вы знаете, такое ощущение, что если бы я сказала «да», то тоже бы они взяли, собрали чемоданы и уехали. Ну, короче... Каждый решает так, как считает нужным. У меня, конечно, да, чемодан собран один, и там только важные вещи, носки, трусы и пару футболок мужских, которые я на себя смогу натянуть. Я даже себе футболки толком не брала, потому что я сейчас не влажу в такие женские футболочки. Вот. Фух. Юра еще спит. Блин, он так храпит, что я вообще ничего не слышу. И, наверное, пусть уже спит нормально. Утром просыпается, а утром я ложусь спать и до обеда. Ребята, сейчас у нас 6:17 утра. Я всю ночь, можно сказать, продержалась с 12 ночи. И только что был слышен еще один взрыв. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете. Воздушная тревога. Мы прячемся сейчас в эту ванну и будем ожидать новостей. Короче, я легла в ванной, слушаю новости. Вот, Юрку жду, проснулся уже, кофе пьет. Пока что тихо. У нас сейчас 7:35. 25 февраля. Я очень надеюсь, что это все быстренько закончится. Я вас с нами. Вот здесь. И я здесь под ванной. Я постелила еще вот здесь, потому что я вот такая уже пузатенькая и не очень там супер помещаемся здесь. Вот, ну думаю, так норм будет. Я опять поспала всего лишь пару часов. Война войной, а обед по расписанию. Юрка сделал такие вкусные бутерброды. Сейчас перекусим. Свет, пока интернет, все есть, что радует, и вода есть. Выпью кофе, у меня пониженное давление. Сейчас я помыла полы, даже помыла посуду на нервной почве. Еще пока мы вылазим с ванны. Вот, сейчас тихо. Тихо. Это хорошо. Опять говорят о сигнал воздушной атаки, но у нас, я говорила уже, не помню, в предыдущем влоге, у нас не слышно. К сожалению, не слышно вообще сирен. Я не знаю, с чем это связано, какие проблемы. Где-то на части Троещины слышно, на нашей части вообще ничего. Говорят, на Минском массиве именно были такие взрывы, поэтому у нас очень так слышно. Я когда жила именно и на Минском массиве, и на Оболоне, возле ТЦ Дримтауна, там уже обнаружены танки с не нашим флагом. Вот, ну, я пока что спокойно, ну, более-менее я выпила валерьяновую, нашла, хоть я и не пью эти таблетки, но нашла. Юра мне помог, где-то он на дне, представляете, вчера искала, не могла найти, в том же месте он нашел. У меня, наверное, в глазах все просто перепуталось. Я вот
такая. Сейчас кофе выпью немножко. Да, футболку хочу поменять. Помылась частично. Вот, ванна занята, поэтому пока что только так. У нас тут был такой кусок матраса. Юрка помог мне отрезать и ванну положить, чтобы было более-менее мягко. Кстати, очень даже помогло. Сейчас такой поролон сложно найти. Может, и есть это в ТЦ, не знаю. Вот. Ну, вот так вот. Юрка новости мониторит. Ева спит на подушке. Ева. Утром на рассвете на подоконник залезла. На разведку, да? У нее ритуал просто каждое утро встречать рассвет на подоконнике. Я решила постирать еще, нервы успокоить. Все готовы, Ева тоже он готова. Только мы бежать никуда не будем, мы будем дома, да? Если что, вдруг, конечно, у нас есть чемодан, и переноска есть, и вот это вот все очень понадобится. Чемодан я собрала. Еще я решила приготовить еду, заморозить часть, потому что неизвестно, будет ли дальше электричество. Рисовую кашу. Юра мундирку варит, целую кастрюлю. Вот такие вот дела. Сейчас хочу приготовить подливку такую, заморозить ее и попозже сходить на разведку в сельпо, посмотреть. Юрка меня не пускает, конечно. Вот. Никто не пойдет. Пойду я. Тут, ну, 2 шага. Нет, ты не пойдешь. Вот спорю с ним. Значит, на разведку хочу сухарей, мы забыли вчера купить. Какого-то шоколада надо. Вот, организм иногда на стрессе требует. Хотя говорят, что не нужно заедать ну, такие дела именно шоколадом. Но хотя бы чуть-чуть с кофе, с чаем каким-то. Вот, чай у нас пока есть еще. Еще что-то быстрого приготовления нужно посмотреть, потому что, возможно, если электричество отключат, у нас-то будут морозилки там еще на балконе, пока прохладно. Вот, но как там дальше, неизвестно. Поэтому я не знаю вообще, что еще осталось на полках. Посмотрю, работает ли сельпо, выкину мусор. И вообще обстановка на улице. Люди ходят спокойно, но только что включилась опять сирена, но не у нас. Написали, конечно же, в чатах. Вот так вот тихо. Возле сельпо как-то слишком тихо. Наверное, ничего не работает. Да, не работает, к сожалению. Все закрыто. А вчера сельпо выставили, что до последнего будут работать и выставлять продукцию со складов. Дороги пустые. Люди идут. Я сейчас пойду к рынку, посмотрю, что там, может, есть какой-то открытый магазин. Ой, бля. Ой, бля. Не поверите, пошла я батончики покупать, а Юра идет такой за мной. Девушка, блин. Он, блин, так переживал, что пришлось ему выйти, хотя я недолго была, я стояла в очереди в Ганделике. Там все покупали коньяк, водку, а я говорю, дайте мне все батончики. Взяла сникерс, твикс на всякий случай. Варю яйца, сейчас буду фасовать кашу с мясом. Вот такие вот дела. И еще я взяла овощей. Овощей, фруктов, боже. Апельсины и 2 вида яблок. Мне витаминки неплохие будут. Я сейчас доготавливаю, и так как я не нашла печенье, которое просто, знаете, можно так укусить, кинуть в желудок, я, скорее всего, чуть позже приготовлю сама. Есть мука, я просто дальше с нее ничего не приготовлю, если не будет света, а печенье всегда будет в пакете, это очень удобно, можно будет что-то погрызть. Вот такие вот дела. А так пока что где-то слышно, где-то не слышно, не доносится. Но эту ночь тоже все будут прятаться. Мы будем дома и, конечно же, будем спать по очереди. Я сегодня вообще поспала несколько часов. Я, наверное, сейчас доготовлю. Вот. Потом лягу, посплю и поменяюсь с Юрой. Вот такие вот дела. Что касается магазинов, значит, супермаркеты не работают. У нас, по крайней мере, на Пятачке есть Форен, там огромная очередь и уже почти пусто.
Скорее всего, хоть я и не заходила, но судя по слухам, когда я проходила мимо очереди большой. И еще открытые ганделыки, конечно же, которых очень сильно пахнет алкоголем, и много парней под этими, ну как много, около 10 я насчитала под такими магазинами. Я туда зашла, конечно же, и нашла сникерс. Я увидела, что там продаются батончики. Я так поняла, что им они сейчас не особо нужны в ганделыке, поэтому я купила сникерс, купила твикс. И зашли мы еще на рынок, посмотрели, работают рыбные такие ларечки. Я так поняла, потому что им нужно как раз распродать всю рыбу. И работает овощной один магазинчик. Овощей довольно много. Я купила яблоки и апельсины. То, что мне сейчас вот витамины нужны, хоть какие-то, чтобы дома были. И еще работает один такой ларечек с лимонадом, с водой и с пивом, конечно же. Я взяла еще поляну квасову для желудка, такую лужанскую, и бутыль воды обычной, фильтрованной воды. Вот такие вот дела, такие запасы. Так, держимся, ребят. Я буду стараться выходить на связь. Сил нам пережить эту ночь.